Питер Селлерс — это удивительный человек, это вообще, я не первый, не последний человек, который об этом вам скажет. Все люди, которые знакомы с ним, они понимают, что это как солнце, которое дает свет. И его искусство миссионерское в каком-то степени. У него есть какая-то миссия привести любовь и сострадание к людям. Это не искусство эффекта, это искусство аффекта. Он очень аскетично и скромно. Это искусство между двух людей, которые они должны говорить о важной вещи, о важных событиях их жизни. Не просто людей, которые они должны делать видом, что они все знают. Это люди, которые ничего не знают. Они пытаются что-то понять. Вот это то, что он великий просто. И он через его примеры учит людей, а не через указания, а через его примеры, через его поведение, его жизни. И уважение, которое на каждое существо, он сдает вот эту любовь внутри, в продукции, которая она отражается. Потом ты понимаешь, что он управляет нет, хотя он невероятно интеллектуальный человек, но он не интеллектуально и даже не эмоционально, через другой канал управляет. I first met Fyodor Karamzis in Madrid thanks to Gerard Mortier. We worked together on Tchaikovsky's Iolanta and Stravinsky's Persephone. It was an incredible experience. Working with Fyodor is not like working with anyone in the world. His incredible intuition, his insight, his electricity, the sense that immediately he understands something about what you just said that you don't understand. The idea that, he's watching, but he can't watch. He suddenly needs to feel the music as a physical, lived experience. And so suddenly he's climbing up onto the stage. He's with the performers. He's saying, no, please do this more. No, more in your body. And he's always, I'm proposing something, but Theodore right away says, no, but what Peter's asking for is really this. And he keeps understanding so deeply, first of all, the musical gesture, but also really the life gesture that this music is really responding to. So we had an overwhelming experience working together the first time, and immediately, the question is, what do we do next? What do we do next? Вот есть такие прекрасные воспоминания. Квартира на Плаза Ориенте. И мы начали опять. Мы были готовы начинать такой очень длинный такой поиск по любимому репертуару. Мы закончили через 3 секунды, потому что сказал, я люблю Indian Queen. И он сказал, не может быть. 3 секунды. А потом, естественно, я помню, Жерар Мортье нас собрал в его квартире в Мадриде. Это было так мило, потому что он готовил на кухне. И говорили, в принципе, как мы будем делать Indian Queen. И он готовил. Мортье революционер, но всегда как-то буржуазный. Одет, он фартук готовил на кухню и говорил нам иногда по-испански. Потому что он тогда выучил испанский специально, чтобы, когда он был назначен в Театр Реаль, иногда переходил на испанский с нами. Это было очень-очень прекрасно и мило. И тогда Питер, мы согласовали всю экстра музыку, которую мы должны были включить, и драматургия Indian Queen. Очень много из шедевров Перселла, которые они не нашли свое место на сцене, они именно в этом опере могли бы найти свое собственное место. То есть опера стала такой центр силы
для эти песни персонажа, которые они не были представлены на сцене. Это песня, которая, она какая-то красивая песня, но она что-то больше, чем какая-то внешняя красота, или какая-то мелодичность, или какая-то музейность, которая она существует. Она становится какая-то невероятно сильная, когда она служит драму. I love and I must, где она беременна, но она понимает, что нет будущего. Theodore said to me, "Do you know The Indian Queen by Henry Purcell?" The Indian Queen by Henry Purcell, that's incredible. This is an overwhelming masterpiece coming at the very end of Purcell's life. Purcell died young at the age of 34, freezing to death on the doorstep of his own house when his wife would not open the door on a winter night. He didn't wake up the next day. Indian Queen he was working on, but it's a mess. It's unfinished. The text by John Dryden is the Incas versus the Aztecs. I mean, ridiculous. And there's no record of an actual first performance. It's a situation of just a strange, broken, hurt masterpiece. I couldn't believe Theodore knew this, and of course, how did he know it? Every person who loves Russian art knows this because of Andrei Tarkovsky's movie Mirror, where this incredible music of the final song in the opera becomes this haunting theme that goes through Tarkovsky's childhood and is a prayer to the gods. Помню, что Питер приехал первый раз в Перми, познакомился с музыкой Этерна. Потом я подключительно начал вот это переливать свой кровь, понимание этой музыки. И начал уже давать какую-то определенную форму. Питер, он построил
на эту, как сказать, документацию, эта история, она настоящая, построили какой-то ритуал памяти, ритуал, где ты вспоминаешь все эти истории, где центр победитель и пораженных находится человек. Никогда не забуду момент, когда идет большая победа, это большой марш, когда мы находимся к свету, когда нас свет бьет в глазах, чувства, они неоднозначные. Поэтому, когда открывается в этой радуге в мажорных аккордов, именно это момент, где есть это рыдание, где люди просто решили убить других, где во имя победы народа были нарушены все границы человека. Это удивительный момент. Я делал такой очень большой крешендо после этих танцев, вот этот оркестровый момент, делал большой крешендо. И в этот момент увидел это рыдание, это счастье для других и рыдание для других. В этом сильное и агрессивное солнце победы. Hear my prayer, O Lord. Мы становимся это река. И вот эта река, которую кинули эти трупы, он был красным здесь. И там это мертвый, мы видим трупы на сцене, вся сцена так закончится первая часть, что трупы на сцене, и трупы поют. И начинается вот это так сложно, конечно, потому что, представляете, у них они теряют абсолютно темнота, просто какой-то свет, и они просто лежа, как трупы, смотрят наверх, закрыты глаза, не имеют контакта, вся сцена трупами. И с одной стороны не услышишь, что делать с другой стороны. И с этим положением, без никакого монитора, без ничего, я пытался управлять этот процесс ментально. Я как бы дирижировал внизу, зная, что они не видят меня. Это духовный постерк минуту, которая проходит в этих погружениях, где это мертвые во веки веков поют о нас спасение и о нас прощение. Чтобы вымолить жестокость на сердце. Все это мертвых поют. Hear my prayer, Lord.
remember. Remember not my offenses. И Питер делал все это движение, которое это, в принципе, до сих пор, спустя столько лет, хористы музыка Этерна, и уже новые поколения, они знают биоэнергетику каждого движения, и как это какой-то лечебный процесс, в принципе, это все. Лечить память человека — это очень важное событие. Но память не историческая, а память духовная, которая есть в людях. Your precious blood and be not angry with us forever. И потом не стирается кровь. Они пытаются стирать эту кровь, и не стирается. Я помню, насколько это Питер удивительно это делает, что потронул именно до генетического кода каждого музыканта, который, в принципе, это делал. И вообще, этот проект Indian Queen был важно, потому что изменил глубоко всех нас. Там, где человек пошел настолько глубоко, где он потерял, первое, что потерял, это его национальность. Где человек, он погрузился так глубоко, и второе, что он забыл, это как его зовут. И в этот момент он стал человеком. В этот момент он понял эту правду, которая питался всех этих веков. Henry Purcell достучаться. This incredible mystical dimension of the music is, of course, Purcell's greatness. Because Purcell, not only as a young man, had to reinvent the British theatre and the music for the British theatre, but also the sound of English church music after 50 years of prohibition of music in church and on the stage. He wrote these incredible anthems, incredible a cappella gestures where there was no budget, and so therefore just people's voices had to be enough. So we've used so much of theater, of this theater music that Purcell wrote, and so much of the religious music that Purcell wrote, and woven it together with the plot and the details and the words of the novel by Rosario Aguilar. The result is a feminist version of the Mexican conquest. And it's shocking and surprising and intimate and personal. That's, of course, the genius of Theodore's music making, is it's intimate, personal, private. And to get that sound from a chorus, to get that sound from an orchestra, the sound is not corporate, it's mystic, private, secret. Когда мне позвонили из Мадрида, мы репетировали с Питером на 501 классе, и нас звонили из Мадрида и сказали, что Жерар, это очень тяжело, больно. И я пошел срочно к Питеру, и он тогда должен был бы репетировать со мной, ставить «We are the spirits of the air». И я ему сказал, ты знаешь, Жерар очень больно. Он закрыл глаза и сказал, о, Жерар. И я делал как бы барочно, очень филигранно и красиво, и как бы правильно. И в этот момент говорит, это духи приводят плохие новости. Плохие новости. И
с вами людьми достаточно, мы больше не можем с вами. Мы уходим, и они одевают эти маски. И я замедлил эту музыку, потом делал акапеллу и создал, в принципе, эта форма, которая она была единственная форма, которая могла бы совпасть с нашими переживаниями, которые были в этом моменте. That day is the day we received the phone call from Spain while we were working in Russia from Gerard Mortier to learn that his cancer was incurable and that he did not have long to live. So of course we had to go back into rehearsal and reimagine that number for him. We, the spirits of the air, that of human things, take care. Out of pity, now descend to foretell what woes attend. O Lord, rebuke me not. И я вспомнил эту притчу, которую поют где-то в Северной Греции, из древних времен, из старых времен. Это народная песня, которая говорит, что в Иерусалим, в день смерти Христа, Богородица идет от Голготы на ее дом в Естимане. И по дороге она плачет, и она не находит вместе. И на этих узких каменных улицах в Иерусалиме слышит, что еще одна женщина плачет, рыдает. Кто эта женщина, спрашивает Иоанна. Он говорит, это матерь Иуды плачет. И как бы песня говорит, что Богородица пригласила ее плакать вместе.
принципе, это то, что происходит на нашей опере. Когда ее бросили, она осталась одна, и она уже была больная. Вот тот, который вернулся, показал сострадание, это другая жена. И это дуэт между двух женщин, он весьма глубокий и показывает какую-то другую логику, что благо произошло из тех людей, которые никогда не ожидали. Все наши должники продали, а те, которые ничего не ждали, подошли и спасли нас, показали утешение. Поставили этих двух женщин, чтобы они свой плач сочинять, который каждый раз должно быть другой. И они делают такой импровизационный, они импровизируют этот плач, и мы импровизируем внизу с оркестром, и потом это становится «Oh Lord, rebuke me not». Сидели в 80-х годов, 90-х годов с моими друзьями и мечтали по ночам перед оркестрами, театрами наши воображения. И говорили, ну, теперь скажите, какая самая грустная, проникающая музыка репертуара? И мне всегда было легко ответить. Почему-то они как-то ходили по сторону Малера, эти симфонии, и Das Lied von der Erde, Abschied. И так далее. Я был намного проще и четче в этом ответе. И сказал, это they tell us из Indian Queen. They tell us that your mighty powers above make perfect your joys
and your blessings by love. Oh, why do you suffer? Why do you suffer the blessing that's there? To give a poor lover such sad torments here. Yet though for my passion such grief I endure, my love shall like yours still be constant and pure. To suffer for him gives an ease to my pains. There's joy in my grief. There's freedom in chains. Я помню, как Давил, Джулия Баллок пойти до конца войти в этой там, где опасно, и там, где опасно не выходить обратно. Я как интонировать there's joy in my grief and there's freedom in change. If I were divine, he could love me no more, and I, in return, my adorer adore. Oh, let his dear life then, kind gods, be your care, for I in your blessing have no other share. Other share. Попросили ее, чтобы это share было как последний вздох, чтобы через слезы, через вот это воздыхание, чтобы именно оставить все так. Это было очень сложно, потому что когда я не смогу петь, у меня слезы захлебнусь, я не могу просто. И она еще должна была лежать и закончить, вот, допустим, вот так. Это было очень сложно. И очень часто она могла очень красиво как бы закончить эту арию, благородно и красиво, а я хотел, чтобы с достоинства все это пить, и потом только в конце лишь. Говорю, будьте счастливы, а я уйду. Именно в этом моменте это 3 последние слоги, чтобы просто умереть. Я никогда не забуду, что я ставил под конец это «There's nothing, no nothing, there's nothing, no nothing». Когда на ее похоронах, и она внизу, и хор почти темно, абсолютно темнота поет «There's nothing». Фермата «There's nothing, no nothing, nothing». И когда это все заканчивается, вдруг вижу, что она поднимается, делает ее воскресенье, так, чтобы в темноте, где никто не видит, она поднимается и делает ее руки так. Это просто самый прекрасный момент. И в этом темноте все музыканты, весь театр просто становится. Мы видим в темноте, что она стоит на ее ногах и двигает руки.
гениальная музыка, она открывается для людей, которые у них есть какая-то вера, что существует что-то помимо первого слоя музыки, а что есть второй, третий, четвертый. А чтобы пойти туда, мы должны погрузиться по-другому. А по-другому это нет с другой стороны, налево или направо. Это с другой энергией, с другой духовной идентификацией пойти туда. Спустя много лет я хочу сказать, что осталась эта запись как память. Это прекрасное время, которое мы позиционировали Пермского театра как театр, который способен очень много изменить через Россию в мире. Я вспоминаю, что Жерар Монтье сказал, что если я выживу, я приеду в Перми, мы вместе сделаем лучший театр, то, что мы мечтаем. Поэтому я хочу посвятить эту постановку в его светлую память. Peter Sellers le gustaría desde muchos años hacer Indian Queen, una ópera de Purcell que no terminó, y yo he pensado junto a La Conquista de México de Wolfgang Grimm podría ser un magnífico proyecto. Pero l'opera no existe realmente, es un fragmento que ha compuesto, pero Peter ha hecho un trabajo enorme. Él utilizó un libro de Aguilar, una escritora de Nicaragua, por una parte, y junto a Theodore Courentzis, él buscó música de Purcell, del Purcell muy joven también, y creo que es un cuenta también sobre este momento enorme en la historia de la humanidad, la descubierta del nuevo mundo, la conquista de México, pero de una otra manera. En la conquista de México es la conquista para los españoles, el encuentro con Montezuma. Aquí es la reacción de las mujeres.